Сражение при Аустерлице началось 2 декабря в 8 утра наступлением частей генерала Букс-Гевдена на правый фланг французов, которым командовал маршал Даву. Он упорно оборонялся, но постепенно начал отступать, втягивая все большее число союзных частей в болотистую низину у деревень Сокольниц и Тельниц. Сместив сюда основные силы, союзная армия ослабила свой центр, где находились господствующие над местностью Працанские высоты. В конце концов, под давлением императора Александра I Кутузов отдал приказ спускаться с этих высот последней ударной колонии во главе с генералом Калавратом. Видя, что Працанские высоты очистились от основных сил союзников, Наполеон отдал приказ Сульту атаковать эти высоты. Удар по центральной позиции союзников был ошеломляющим. Союзники были застигнуты врасплох. Вскоре французы появились у подножия высот, поднялись по склону и оказались на вершине. Вскарабкавшись наверх, французы дали залп, затем бросили в штыки. Центр союзников рассыпался мгновенно. Опомнившись, союзники попытались остановить натиск. Русские части двинулись в атаку и открыли огонь, однако из-за большого расстояния их пули не долетали до французов. Те же приблизились к русским и на расстоянии 100 шагов открыли беглый огонь, который валил наповал. Одновременно Наполеон направил стык между центром союзников и их правым флангом дивизии маршала Лана и конницу маршала Мюрата. Завязалась схватка кавалеристов Мюрата и пехотинцев Лана с войсками Багратиона. Успех боя переходил из рук в руки, потери неуклонно росли. Сражение на севере пришло в равновесие, но одновременный натиск нескольких полков французской кавалерии заставил русских отступить. В брешь, пробитую в центре Сульта, устремился корпус под командованием маршала Бернадота. Овладев центром, Бернадот также обошел войска союзников с правого фланга во главе с генералом Багратионом, которому пришлось отходить из-за угрозы окружения. Принудив центр союзников к отступлению, французы теперь развернулись для того, чтобы окружить главные силы союзников, втянутые в бой против фланга Даву. В ходе битвы русско-австрийские войска левого фланга оказались в самом тяжелом положении. Уже во время схватки за Працанские высоты Кутузов отправил Букс-Гевдену приказ отступать, но связь с левым флангом оказалась прервана. Войска Букс-Гевдена были отрезаны от главных сил и под непрестанными атаками неприятеля и картечным огнем метались из стороны в сторону, пытаясь вырваться из окружения. Часть его войск отступила назад, а основные силы повернули направо и попытались прорваться на север. В конце концов они были отброшены и отступили к замерзшему озеру Сачан. Французы преследовали их, добивая раненых. Наполеон приказал выдвинуть батарею и открыть огонь ядрами по льду. От тяжести тысяч человеческих тел и неприятельского огня лед треснул, люди и животные падали в ледяную воду, находя там свою смерть. Многие сдались в плен. В плену мог оказаться даже император Александр I. В возникшей неразберихе он был покинут свитой и какое-то время оставался на поле боя с личным медиком и 2 казаками.